Рассказал я вам на предыдущей точке о том, что похоже, что уже поздно, а оказалось, что время было всего еще 2 часа дня. И поэтому я поехал на еще одну точку, к еще одному очень интересному зданию в Белграде в стиле брутализма. Это так называемая башня Тоболерон. Тоболерон она потому, видимо, что напоминает одноименную швейцарскую шоколадку. Это здание, как мне кажется, гораздо менее известно, чем Дженник Тауэр. Но мне кажется, оно гораздо интереснее. Я не знаю почему, не могу объяснить. Но вот эти вот острые выступающие балкончики, мне кажется, это очень круто. Даже, не знаю, мило как-то. Тем более, что они сейчас, большинство теперь застеклены, превращены в лоджии. Хотя, если вот смотреть вот на те самые верхние, похоже, что, наверное, они такими были изначально задуманы, застекленными. Бог его знает. Пойдем поближе посмотрим. Вот, как мне кажется, что-то в этом здании есть какое-то такое милое что-то. Такое вот оно еще напоминает вот эти вот, как это называть, полежки. Дженганы, по-моему, называется. Такая башня, состроенная из палочек, которые надо палочкой по чуть-чуть вынимать, чтобы вся башня не разрушилась. Или еще это напоминает какую-то детскую башенку, сложенную из кубиков. Дети часто такое складывают. Но ведь милота же, красота и при этом красиво. Здесь вот такая вот площадь, посредине которой стоит вот такой вот памятник, который называется Тренога. А еще эта вся площадь, она кругляк, и с каждой улицы пешеходные переходы. Я уже довольно долго, пробыв в Казахстане, приобрел привычку, что если ты на пешеходном переходе, то тебя все пропускают. И я здесь, не задумываясь, начинаю переходить, и уже парочку раз меня так автомобилем пытались подпихнуть. Здесь, в Белграде, нужно быть внимательнее. Здесь водители чуть менее, как бы скажем так, воспитанные, чем в Казахстане. Пойдем, обойдем это здание, посмотрим на эту башню Тоболерон поближе, наверное. Может, куда-нибудь зайти получится. Видимо, вход в подъезд, там вот не почтовый ящик. И похоже, что он открыт. А на языке написано Хонекс. Возможно, это контора здесь какая-то была, а возможно, это название самого здания. Кстати, Хонекс от слова хани, от слова мед, этой штуки тоже подходит. На сот эта штука похожа. Пойдем посмотрим, можно ли зайти в подъезд и посмотреть, что там. Смотрите, здесь двери новые, а вон там те самые старые алюминиевые двери 50-х, 60-х годов. Очень были такие распространены. Здесь канцелярия. Здесь 2 лифта. И смотрите, по кругу пошли квартиры. Первая, видимо, вторая. И здесь дверь явно оригинальная. А здесь вот еще квартира тоже с оригинальной дверью. И выход на лестницу. Лестница довольно узкая. И ничего примечательного в ней нет, кроме того, что она высоко уходит. Там спуск в подвал. Тут еще одна дверь. Еще одни квартиры. Ну и на этом, в общем-то, все. Шкафы всякие. Здесь лифтовое оборудование. Ну, лифт крутой. У него нет фактически есть вторая дверь. Давайте попробуем съездить на 15 этаж. На таком лифте я еще не катался. Раз есть такая возможность, нужно пользоваться. Мы же просто смотрим и фотографируем. Ничего не пачкаем, ничего не ломаем и ничего не забираем. Оставляем только воспоминания. Нет, оставляем только следы, а забираем только воспоминания. Вот как это правильно звучит. А здесь лифт медленный. Вот мы столько все едем, а еще только 8 этаж. Он как-то едет, как будто через 1 этаж. А так и есть, смотрите. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Что-то это значит. Почему-то этот лифт едет через этаж. А, видимо, второй лифт едет
через, получается, нечетные этажи. Наверное. Так, 15 этаж, приехали. Эти двери надо самому открывать? Нет, они сами открываются. 15 этаж. 102 квартира и фамилия написана. Прикольно. И здесь тоже, смотрите. 101 и фамилия. А здесь фамилии нет и номера нет. И опять та самая лестница. И здесь выход на крышу, но он закрыт. Хотелось бы, конечно, на крышу попасть, но не судьба. Здесь дверь помененная, современная, 99-я квартира. И вот кто здесь живет. Прикольно. Батареи какие, смотрите. Какие-то своя собственная югославская модель, видимо. Здесь чисто теоретически вот эту штуку, наверное, можно открыть. Но по виду она здесь давным-давно прилипла. И, наверное, не стоит. Там какая-то, видимо, центральная штука есть. Центральный холл, в котором в том числе лифты. Ну, давайте попробуем. Что нас тут куда привезет? Да, смотрите, а в соседней, видите, какой прикол. Этажи все нечетные. Ну, то есть получается у этого лифта, грубо говоря, общие этажи это нулевой. Причем, смотрите, этаж на земле это не первый этаж, это нулевой этаж. И в том доме также было. У этого лифта, у этих обоих лифтов общие только нулевой этаж и 15-й. А остальные, они не пересекаются. Тот лифт идет по четным этажам, а этот лифт по нечетным этажам. Какой-то в этом, видимо, свой прикол. Ну, короче, круто. Прокатились в башне Таблерон на лифте. В доме под названием, как там забыл уже, Ханекс, как-то вот так звучит. Прикольно. Вот такая вот она, башня Хонекс или башня Таблерон. Посмотрели ее. А здесь вот рядом есть пивная. Вон написано. Какой-то кабинет брювери. Тра-та-та. Можно было бы, конечно, туда зайти, но, наверное, не стоит, потому что там внутри пусто, нет никого. А в заведениях, в которых никого нет, надо опасаться ходить. Ладно, наверное, поеду я все-таки к моему отелю, потому что скоро уже почти 24 часа, как я сегодня на ногах. Уже заплетык языкается.